Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Особенно приветствую в этом видео я водолеев. Этот расклад-прогноз будет для них. Мы посмотрим, что ждет в марте представителей данного знака. Рассмотрим общую атмосферу, сферу работы, финансов, личную жизнь и совет предостережения. У нас будет одна общая позиция для всех водолеев. Устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. И начиная с общей атмосферы загаданного периода, да, вот месяца марта, давайте посмотрим, каким же будет месяц март для водолеев. Так, общая атмосфера, время, главный ценный ресурс. Смотрите, ну у водолеев будет все сводиться к тому, чтобы выстроить мосты с нужными людьми. Выстроить мосты с нужными людьми, и здесь уже у каждого свое. У кого-то при помощи этих людей решаются вопросы, проблемы, открываются двери. У кого-то выстраивание отношений с людьми является вот именно конечной целью, да, то есть вот как построение, налаживание отношений. И здесь время будет вашим главным ресурсом. Есть преграды, есть препятствия. Повторюсь, у каждого здесь своя ситуация. Кому-то именно нужные люди помогут преодолеть препятствия. У кого-то, у тех, у кого вот человек, да, вот наведение мостов с человеком является конечной целью, вот здесь преграды будут на пути к восстановлению вот этого общения, но тем не менее все будет решено в положительном для вас ключе, в положительном для вас моменте. Теперь давайте посмотрим, что у нас в работе у водолеев в марте. Работа у водолеев в марте. Вы знаете, когда-то давно, опять же, у кого-то это несколько дней, у кого-то несколько месяцев, у кого-то несколько лет. Когда-то давным-давно вы начали либо какой-то проект, либо совершили какой-то поступок, который на текущий момент приносит вам свои плоды. И благодаря вот этим действиям, которые когда-то в прошлом совершались, вы двигаетесь вперед. И все, что будет происходить с вами, оно является для вас в первую очередь проверкой на прочность, потому что здесь важно, чтобы власть, успех, развитие, потому что здесь очень такое хорошее развитие будет, чтобы вот эти все события, они вас не испортили. Это первый момент. Второй момент: на пути к успеху, да, на пути к карьерному росту и к развитию будет очень много искушений, перед которыми нужно будет устоять. Возможно, даже речь будет идти о том, чтобы поменять место жительства, либо вот поменять филиал, в котором вы работаете, да, то есть это подразделение какой-то вот компании, организации. Движение вперед от привычных вам родных берегов во что-то новое, и это тоже очень важным будет являться аспектом. Тем не менее, здесь все хорошо в сфере работы, все очень даже перспективно и благополучно. Просто, ну, грубо говоря, есть опасности, которые подстерегать будут вас на каждом углу. Но здесь все зависит от вас, от того, какую позицию вы будете занимать, от того, какую сторону вы захотите занять, да, темную, светлую. А что с финансами у водолеев в марте? Что с финансами? А здесь все стабильно. Смотрите, ну карта император — это, в принципе, очень стабильная позиция для тех, кто в браке, для тех, кто в постоянных отношениях, для тех, кто при мужчине, либо же при отце, который, вы знаете, вот постоянно обеспечивает вас необходимым количеством денежных средств. Вот здесь идут деньги, идут доходы через императора, да, то есть либо муж, либо отец, либо, может быть, у кого-то старший брат, он оказывает вам финансовую помощь и поддержку. Для тех, у кого наличие вот мужчины рядом не актуально, здесь император символизирует то, что ваша позиция стабильна. Стабильные доходы, причем такие доходы, которых вам хватает на все, что вы хотите, на все, что для вас важно и ценно, да, ценно и значимо. Причем, вы знаете, здесь у вас
если вы постараетесь, а вы, судя по всему, постараетесь, доходы ваши будут расти. Здесь идет именно прям увеличение прибыли. Но здесь, знаете, какой момент? Вот стабильно. И тенденция к увеличению заработка, к увеличению дохода, но будут и расходы. Но эти расходы, они вам как слону дробинка. Судя по всему, это и является той самой проверкой на прочность, когда вам нужно либо кому-то там оказать финансовую поддержку, либо раскошелиться на что-то такое, что будет способствовать дальнейшему улучшению и развитию вашего бизнеса, вашей сферы работы, вашей деятельности и так далее. А что в любви у водолеев в марте? Так, что с любовью у мартов? Ой, у водолеев в марте. Карта шут. Ой. Так, смотрите, начну с того, что новых людей в вашей жизни не появится, да, новых каких-то знакомств таких, с которыми могут завязаться отношения. Карта шут, да, это новый виток, это начало с чистого листа, но, скорее всего, вы этого человека уже знаете. Как правило, шут это... Вот, да, новая чистая страница, новый виток, причем этот виток такой очень осторожный. Вот здесь либо отношения носят тайный характер, либо же треугольники и присутствует двойственность, когда либо вы должны делать выбор, либо ваш партнер должен делать выбор. И вот этот новый виток, он как раз-таки ознаменован тем, что давай уже выбирай. Будь осторожнее, не делай резких шагов и не афишируй свои взаимоотношения до тех пор, пока ты не сделаешь какой-то выбор. Тем не менее, здесь действительно есть возможности делать выбор. Давайте посмотрим подробнее. Личная жизнь. Нужно будет отказаться от чего-то, понимаете? Здесь действительно необходимо сделать выбор и избавиться от того, что мешает выстраивать полноценные продуктивные отношения. Если у кого-то отыгрывается такое, что нет треугольников и не нужно делать выбор между людьми, здесь выбор в ситуации. Отсечь все, что мешает отношениям, причем это будет сделать непросто. Здесь, знаете, какие-то трудности, какие-то сложности и не совсем простые ситуации, когда нужно, вот знаете, на чаше весов ставить за и против. И, возможно, даже пауза будет в отношениях, либо такой какой-то период, когда вы очень мало общаетесь и нуждаетесь в том, чтобы вот разобраться в себе. Поэтому сфера любви у водолеев, она не очень простая. Несмотря на то, что здесь обещают нам наведение мостов и решение вопросов, вот этот путь, вот это наведение мостов, оно будет не быстрое, потому что, видите, время, скорее всего, самая такая вот кульминация, она будет уже позже, чем март, это будет, возможно, апрель. И действительно нужно подождать. Время это очень ценный для вас, уважаемые водолеи, ресурс, который нужно ценить. А что делать, вот пока вся эта катавасия будет? Давайте посмотрим, что в отношениях-то делать, если в работе все хорошо, а в отношениях что? Как быть водолеем? Здесь стоит придерживаться изначально выбранной вами точки зрения. И смотрите, ориентироваться нужно на семью, десятка кубков. Здесь ориентироваться нужно на партнерство, наполненное. Принимать решения. Принимать решения и отказываться от всего того, что может таким вот семейным отношениям, да, либо тем отношениям, которые могут привести к семье, может мешать. Вот от всего отказывайтесь, семью ставьте в приоритет. Вы просто должны избавиться от иллюзий. Все, что иллюзорно, все, что второстепенно, должно быть, вот знаете, устранено, отметено, и на первое место должна ставиться всегда семья, либо партнерские отношения, которые приведут к семье. А к чему стоит стремиться в целом в марте водолеям? К чему стоит стремиться? Защищать то, что вам дорого. Обязательно защищать то, что вам дорого. Прежде чем сделать какой-то шаг,
оцените риски, выстроите вот этот вот дальнейший маршрут. Поймите, что вы хотите, поймите, какую цель вы вообще преследуете. Королева кубков, но это умение слушать свою интуицию, и это такие действия, которые мы совершаем, исходя из чувства любви. Причем здесь, знаете, вот наравне с чувствами должен работать и разум. Уберите иллюзии, включите вот холодный разум, чтобы понять, как быть, вообще что делать. Потому что здесь на самом деле важно уметь раскладывать все по полочкам и очень здраво размышлять, рассуждать и делать выводы. А чего остерегаться водолеям? Чего остерегаться водолеям? Так, смотрите, вот очень у многих возникают вопросы, если там мужчина или женщина, да. Вот если смотрят мужчины, то вам очень важно ориентироваться на то, что вам говорит женщина. И важно беречь ту любовь, те чувства, которые она вам несет в данном случае. Остерегайтесь своих страхов, потому что страхи, они являются таким тормозящим фактором для вас. И ни в коем случае не прибегайте к манипуляции. Если все-таки выбираете путь манипуляции, то старайтесь сделать так, чтобы эти манипуляции, они не были вам во вред. Ну, плюс здесь, конечно же, важно не рассматривать позицию одиночества. Потому что, знаете, вот карта маг и рыцарь жезлов — это как движение вперед, но в той позиции, когда вот я сам, я сама, а здесь важно стремиться к партнерству, здесь важно стремиться к взаимопониманию, к тому, чтобы у вас был союз, потому что партнерские отношения и наведение мостов с нужными людьми — это то, что вам пригодится, это то, что вам будет нужно. В целом, хороший, продуктивный месяц март для водолеев. Важно просто использовать главный ресурс, это время, себе на пользу, себе в плюс, уметь правильно делать выводы и расставлять приоритеты. Вот такой прогноз был для вас, уважаемые водолеи. Я благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна вам за обратную связь. До встречи в новых видео.